Всем доброго утра. Я с ранних лет заметила, что когда духи о чем-то предупреждают меня, я игнорирую или не совсем уверена, или не хочу брать на себя эту ответственность и говорить человеку, то потом бываю за это очень строго наказана. Предупреждения бывают разные. Я могу во сне увидеть человека, могу какие-то видения пронести через себя. Мне могут в конце концов голосом сказать о каком-либо человеке и о каком-либо происшествии. И с годами это усиливается и усиливается. Предела совершенству в этом отношении нет. И если я сигнорировала или не посчитала это серьезным знаком, или решила, что не обязательно мне об этом сейчас говорить, может быть, обойдется, мало ли, всякое может прийти и предвидится мне, привидится, да, и предвидится тоже. Одним словом, я на днях сигнорировала и не сняла и не сказала о том, что увидела большую кровь. И случилось нападение в Сирии. Я поняла, о чем мне показали, но я это не сказала. Много таких случаев в моей жизни. А после я, конечно, уже снимать и говорить не буду, что вот вы знаете, мне это показалось. Это уже несерьезно. Но сейчас то, что мне показали сегодня ночью, я поэтому так рано проснулась. Сейчас 6 утра. Я буквально вскочила от ужаса. Друзья мои, избегайте толпотворения, избегайте торговых центров, избегайте больших собраний. Сейчас начнутся корпорации эти. Корпоративы. Фу ты. Утро, и как-то меня трясет, и слова не те. Начнутся какие-то там праздники в школах, в детских садах, может быть, в этих больших торговых центрах, кинозалах. А может, все сразу. Сейчас эти твари, чувствуя свою приближающийся свой провал, начали устраивать везде майданы, пытаются разжигать вокруг России вот этот вот пояс, этот фронт. Лидеры стран бывшего Советского Союза, ныне СНГ, они не думают о своих странах, они думают о своей выгоде, они всецело преданы режиму западных кураторов. А если кто не предан, на него есть компромат. А если нет компромата, то банковские счета, которые они замораживают. А вы помните выражение «где ваше богатство, там и ваша душа будет». Их богатство там, и поэтому они боятся это потерять и готовы выполнять все, что угодно, не думая о своем народе. Мы уже об этом услышали. И поэтому они будут выполнять заказ в ущерб своим народам для того, чтобы сейчас отвлекать Россию на разные фронта. Я не буду называть название этих тварей, потому что YouTube может забанить или не пропустить ролик. Но те самые твари, которые были в Нордосте, в Беслане, в Крокус-Сити, вот подобные еще раз организуют нападение таких тварей. Очень возможно в разных точках. Может и в России, может и за пределами России, потому что я увидела это видение, как они идут.
спускаются черные тени с гор. Потом эти тени приближаются, и они превращаются в этих боевиков. И их очень много. Бегущие женщины и дети, которые закрываются в домах, пытаются спастись в магазинах. Проезжающие машины, их крики, выкрики, вот эти пальцы вверх, расстрелянные люди. Быть может, мне показали немного более обостренной форме, чтобы люди были осторожны, и это обойдется, может быть, успеют, а может быть и нет. В любом случае, я не могу не предупредить, потому что если мне приходят такие видения, я не имею права молчать и не говорить. Будьте очень осторожны. Особенно вот эти как бы ближайшие дней 10-15. Большая кровь. Может, в Европе это случится. Я не могу вам точно сказать, потому что видно, что в разных точках. Может, и у нас, и там. Но то, что мне показали, у меня прям кровь остыла в жилах. И все я это пропускаю через себя. И это не просто сокращает жизнь. Это очень тяжело видеть все это. Потому что в отличие от других людей, которые также, да, чувствительные, могут переживать и отключают телефон некоторое время, нервничают, потом возвращаются к своим делам, к своей жизни. Я не могу очень долгое время вернуться, я чувствую все, что чувствуют жертвы. Понимаете, я буквально чувствую этот страх, ужас, отчаяние вживую. Будьте осторожны. Вглядывайтесь вокруг себя. Нет ли ничего подозрительного? Очень часто люди наблюдательные спасаются вовремя, видя, что что-то не то, доверяя своим предчувствиям. Если вы куда-то опоздали, не переживайте, значит, так надо было вам. Потому что зачастую опоздавший человек уже время и опыт показал, что, как правило, не успевает на собственные похороны, знаете, и остается в живых. Если вы видите какие-то подозрительные лица вокруг себя в парке, там, в детской площадке, обратите на них внимание, очень бдительны будьте. Если возле торгового центра видите какое-то толпотворение, либо зашли, услышали какие-то звуки, выходите через черный ход, выходите через запасной ход. Но и то будьте осторожны, там тоже они могут стоять, потому что часто они знают схему всех этих торговых центров. Одним словом, будьте осторожны, друзья мои, потому что у меня еще ни разу не было просто так никаких видений. Если они есть, я, знаете, всем телом, всеми фибрами души просто ощущаю, чувствую это все. Я знаю, что в скором времени это грядет и это будет. Когда в Армении я предупреждала и несколько лет назад, что будет большая кровь, и никто меня не слышал, все считали, что там очень мирный регион, я говорю ерунду. Потом прислушались. Когда говорила, что в лесах есть еще ребята, и надо их спасти, никто не слышал. Потом показали, как их нашли и расстреливали. Поэтому надо таких людей, как я, услышать. Не потому, что я там такая вся замечательная, не знаю. Просто таким людям, как я, которые уже не раз говорили и сбывалось, можно верить, доверять и, по крайней мере, используйте мое дарование и мое видение во благо себе. Будьте осторожны. Начитывайте часто обереги, заговоры защитные, потому что многие так спаслись в разных местах, спаслись от вот таких вот роковых моментов, именно потому что все время читали и все время защищали себя, призывали защитные силы. В наше время надеяться нам только остается на магию и
на богов. Желаю всем нам удачи и мира. Еще раз прошу всех отнестись к этому очень серьезно и будьте очень осторожны. Всем удачи!